Для того, чтобы приобрести билеты, это оказался настоящий квест на самом деле, потому что очень быстро раскупаются билеты. Буквально прям, ну, секунды, минуты. Речь действительно идет прям буквально о минутах. Кассы открываются в 8 часов по Москве, ну, у меня это 14 часов дня, то есть нам в этом плане полегче. Мы провели небольшую такую статистику, что билеты покупались вот с Москвы до Анапы приблизительно за 7 минут. Раскупался весь вагон, весь поезд практически. Оставались буквально несколько мест, но, к сожалению, так надо сразу все 4 места, то есть отдельное купе либо плацкарт. Немножко посмотрели по форумам, выкуп идет роботами из компании Туту. Я не знаю, это законно вообще, незаконно. Это можно сказать, что практически перекупы же, да. Перекупы почему-то у нас запрещены при покупке билетов в кинотеатры там или еще куда-то, да. А тут почему-то это все законно. Ну, не знаю, не мне судить. В общем, мы решили потренироваться в приобретении билетов, потому что на самом деле тут требуется именно тренировка, куда что нажимать, чтобы это было быстро и красиво, да, можно было успеть приобрести те билеты, которые вам действительно необходимы. Сразу заранее на РЖД мы заходим уже в свой логин, пароль для того, чтобы сократить опять же время. Вот, если вы можете обратить внимание, время сейчас 13:48, вот мы сегодня потренируемся приобретать билеты. Итак, вот сразу заранее мы забиваем Москва, Анапа, берем, ну пока нам не важно на какое время, да, вот берем, допустим, будет сегодня открыто на 6 число, вот, но сейчас, если мы нажмем, по идее ничего не должно найти, потому что время еще 13:48. То есть еще продажа не... Да, видите, еще пока не открыта продажа. Поэтому немножко возвращаемся назад. И я вам немножко просто покажу моменты, что вам предстоит встретиться с чем. То есть Анапа берем не на... а на предыдущий день, да, вот на 5 пока. И вот мы, если откроем на 5 число, то, как вы сейчас увидите, здесь у нас на премиум остается плацкарт. Опять же, вроде как бы хорошо, да, вот давайте посмотрим. 3 места в купе, то есть мы уже не можем приобрести на всю семью из 4 человек, да, это купе. Плацкарт, опять же, если мы выбираем плацкарт, давайте вот просто посмотрим, видите, все места разбиты по разным вот этим вот купе, да, то есть, скажем так, 12 вагон, вот в 12 вагоне мы видим 5 мест, вот, видите, нижняя, верхняя, ну и так далее. В 13 вагоне 8 мест. Купе, вот купе, одного, чтобы на всю семью спокойно взять, нету. То есть нам надо каждого рассадить в разном купе, получается. Это не очень хорошо, потому что у нас дети, ну, достаточно еще не самостоятельные. Вагон 14, видите, ни одного нормального купе выбора нет. То есть вот в этом вся проблема. Нельзя взять для семьи отдельное купе. Вот, поэтому здесь вот именно скорость приобретения билетов влияет очень много. Поэтому давайте мы подготовимся и посмотрим, как сможем ли мы приобрести себе, допустим, купе. Нам устраивает самый оптимальный вариант, это премиум. Либо поезд, который идет, вот этот вот плацкартный, 152 тоже по времени, нас вот это время устраивает, потому что у нас там определенные тоже есть ограничения по бронированию там отелей, там так далее, поэтому нас устраивает либо вот этот поезд с приобретением купе, либо вот этот плацкартный. Вот, мы больше, конечно, склоняемся к плацкарту сейчас в настоящий момент, потому что экономия практически 2 раза по деньгам, что существенно. Мы в одну и в другую сторону, Москва-Анапа, Анапа-Москва, экономим 50 тысяч только на поезде. Поэтому плацкарт для нас в приоритете. Но сегодня мы просто ради теста попробуем приобрести именно купе. Одно купе, 4 места на всю семью. Просто так, для тренировки. Остается у нас ровно 1 минута, как видите, 13:59. И если мы забиваем 6 число, вот, не должно еще появиться, потому что еще минутка есть. То есть тут нужно именно вот этот момент поймать. Еще раз хочу объяснить, что это кэш страницы, его нужно периодически обновлять. Не получится так, что вот стукнет 14 часов и у вас автоматом появится страница для приобретения, то есть она сама обновится. Не забудьте просто сделать обновление ровно в 14 часов.
То есть как стукнет, и начинаем делать обновление, потом резко-резко начинаем работать по приобретению билетов. Итак, 13:59, ну давайте еще раз сделаем обновление. О, появилось. Все, ровно 14 часов, все, щелкаем. Потом плацкарт, так нам не надо, давайте берем купе. Купе, продолжить. Выбираем. Вот смотрите, уже куплено. Так, раз, два, 3, 4 выбрали купе, продолжаем. Купе смешанное, без разницы, выбираем сразу пассажиров, у вас должно быть заранее все это выбрано, заполнено, иначе вы на этом потеряете огромное количество времени. Что не так? Продолжаем оформление заказа. Свободных мест, видите, по заданным параметрам нет купе по указанным требованиям. Вот посмотрите, уже мы даже пока выбирали вот этот вот момент, уже не смогли выбрать это купе, потому что кто-то его уже занял. Как еще можно купить билеты? Ну, я не понимаю. Как так вот делать? Вот для чего нам требуются вот эти вот все вещи, я имею в виду, когда невозможно просто воспользоваться вот этими всеми благами электронной покупки, когда работает робот против тебя. Естественно, против робота мы пока не в состоянии. Нашли мы еще один вариант, как можно сэкономить время. Значит, набираем Москва, Анапа. Туда, допустим, как обычно, мы выбираем пока 6 число. Находим. Сейчас удивимся, конечно, сколько у нас останется, потому что время уже 14 часов 15 минут. Вот. Понятно, тут уже купе 12:12, да, увидите, да, с какой скоростью все раскупается. Мы выбираем сейчас для того, чтобы просто потренироваться, опять же показать нам, это ночной поезд, где еще места есть. Вот это, да, нам нужен поезд? 1 день 8. Нет? Вот это, да? Вот. Вот выбираем, тут еще пока нормально, плацкарты. Вот смотрите, еще есть вариант. Ну, вот уже вагон 3 уже эти вот заняты, мы потренировались до этого чуть-чуть. Вот эти места мы заняли, через 15 минут они должны освободиться. Вот давайте, смотрите, вариант такой. Ну, вот еще есть места. Вот сюда вот можно нажать, вот сюда, будет быстрее. Смотрите, нажимаем выбор мест по вашим предпочтениям. Выбираем 4 человек. 7 по 54 предлагает вариант. И продолжаем. Указываем пассажиров. Так, и оформить заказ. Вот видите, прошло все. Сразу показывают скидки, какие идут. Детей там 10 лет и после 10 лет, да, там идут. Вот, полный билет, стоимость. Опять же, вот ребенку, которому до 10 лет, хорошая цена. Нам бы всем так поставили, было бы вообще отлично. Итого у нас выходит, что стоимость 4 билета на плацкарте, 2024 год, на момент марта, да, вот такая вот цена, 12 659 рублей 70 копеек. Далее все просто, у вас, видите, внизу написано, осталось 14 минут до оплаты, то есть за это время пока бронируется. Вот эти вот моменты, соглашаемся со всеми вот этими галочками и нажимаем оплатить. После этого открывается, тут заполняйте все как надо и оплачивайте. Но вот это единственный вариант, который нам позволил как бы выбрать быстренько билеты на именно поезд, потому что все остальное, как вы видели, прям просто жутко все это не получается. Не получается по-другому, только пока так. Единственный момент, что проверяйте, что вагон вам предлагается один и тот же. То есть вот вагон номер 4, место 21. Вагон номер 4, место 22 верхняя. Вагон номер 4, место... Ну, то есть это пока, слава богу, предлагается все в одном купе. Поэтому, в принципе, нас это как бы устраивает. Будем покупать таким способом. Нашли мы один такой вариант, что почему у нас могло не получаться заказать вот именно по выбору конкретно индивидуальных мест в купе. Потому что есть вот тут вот такая вкладочка «Мои предпочтения». У меня тут было предпочтение плацкартные места, установлены верхнее купе, ну и так далее. То есть, ну это когда двухэтажный поезд, я так понимаю. И возможно в связи с этим по фильтру не было таких типа мест. Давайте попробуем убрать. Я на всякий случай убрал все вот эти вот предпочтения. И если это сработает, ну это тогда многое объясняет. Поэтому если вы не сильно большой привереда,
каким-то таким вот вариантом, предпочтением. Убирайте все галочки абсолютно, чтобы было больше вариантов по заказу билетов. И теперь вернемся мы на заказ. Давайте просто посмотрим, сработает этот вариант, либо нет. Итак, допустим, берем также все Москва, Анапа. Ну, конечно, я думаю, уже билетов в одно купе даже мечтать не стоит. Ну, попробуем выбрать то, что останется. Купе 7 мест, отлично. Отлично. Ну, давайте купе, эти все 7 мест сейчас и заберем. Так, берем 2 места, раз, 2 в 7 вагоне. Так, ну вот это безвозвратное, да, выбрать. Ну, давайте убираем его. И вагон номер 9, 2 места берем, к примеру. Все, выбрали, продолжаем. Выбираем пассажира одного. Оформляем заказ. Нет, не сработала эта фигня. Не свободных мест по заданным параметрам. А подскажите, пожалуйста, если кто-то сталкивался с этим моментом, что это вообще значит? По каким параметрам свободных мест нету? Что это за параметры? Вот в чем как бы вопрос. Так, мы тут немножко подсказали мне вариант, что дети не могут ехать до совершеннолетия в разных купе, поэтому, возможно, и нам не пропустила вот эта система. Давайте попробуем тогда, ну так как купе свободных нет, давайте вот выбрали мы любой другой плацкарт и выбираем по одному. Опять такие вот моменты. Выбрали мы одно купе вручную. Продолжаем. Выбираем опять же пассажиров. О, прошло, смотрите-ка. То есть вариант такой, либо что-то именно с купе не так, либо это действительно может быть из-за таких моментов, что ребенок не должен покупаться билет отдельно от родителей. Но вот есть такое, все это сработало. Поэтому, возможно, вот это ограничение относится именно к этому моменту. Поэтому имейте это в виду. Еще раз брать билеты, теперь уже на 7 июня. Это мы продолжаем съемку на следующий день. Сейчас попробуем взять с выбором мест. Получится у нас или нет, посмотрим. Есть еще у нас такая информация, что к этому поезду подцепляют, вернее, дополнительный вагончик. Но о нем мы немножко попозже расскажем, пока некогда. Итак, вот есть. Выбираем сразу купе. Вот. И выбираем здесь вот этот 26-й вагон, последний. А он уже весь занят. Ну вот, остается, конечно, скажем так, последнее купе возле туалета. Ну, давайте посмотрим. Офигеть. Ну, конечно, прикольно. Прикольно. О, войти. Видите, о чем мы и говорили. Заранее надо это все делать. Выбрасывает. Итак, пассажир 1. Нет, не получается. Вот по выбору именно мест почему-то не получается, к сожалению. Я не знаю. Давайте вот еще раз я все показал. Безвозвратный билет и так далее, и так далее. Не знаю. Ну давайте попробуем вот так, может быть, нажать вот этот безвозвратным билетом. Ну, тоже все равно есть какие-то сомнения. Цена увеличивается, как ни странно, на безвозвратный билет, да? Ну, давайте вот оформим заказ, посмотрим. Нет, все равно свободные места отсутствуют или не соответствуют правилам оформления. Не знаю, не могу я найти вот это вот, почему вот это вот выходит ситуевина, поэтому если вы как бы знаете, в чем дело, ну, подскажите, пожалуйста. Может быть, кому-то это будет полезно на будущее. Вот, теперь давайте еще раз попробуем сделать так, чтобы заказать, как мы уже делали, по выбору автоматически. Давайте посмотрим, сработает ли так. Опять берем купе. Видите, вообще моментом все разбирается. Здесь уже нет в этом вагоне купе уже нет, в этом вагоне купе уже нет, в этом вагоне купе уже нет, и здесь полных купе нет. Так что, ребята, делайте выводы.
понимаю, что, скорее всего, чем ближе будет к месяцам, когда будет именно самый ажиотаж, август, июль, я думаю, будет вообще караул. Прям просто страшный караул. Так. И давайте теперь попробуем выбрать плацкарт. Плацкартный 66 мест осталось. Здесь уже купе нет. Здесь, ну, нет. Здесь нет. И здесь тоже нет. Молодцы. Молодцы. Поэтому, если вы рискуете, вам прямо обязательно нужно отдельное купе. Поэтому начинайте сразу с плацкарта. Не надо заморачиваться на купейном вагоне, пытаться брать. Берите сразу плацкарт, может у вас еще выгорит что-то. Да, тяжелый случай, тяжелый случай. Давайте тогда, ну, как по традиции, тогда другой давайте. Вот это нам подойдет? Подойдет. Ну, тут тоже 17 осталось билетов. Уже сомневаюсь, что будет где-то хоть одно купе. Нет у нас ни одного купе. Так, давайте ночной, да, как вот мы выбирали вот этот ночной, который приходит в 6 утра в Анапу. Ну, вот здесь, да, тут много плацкарта. Здесь это вот более-менее как-то стабильно. И то, смотрите, уже занято. Ну вот, давайте по заданным параметрам просто берем 4 человека и продолжаем. Выбираем пассажиров. Давайте оформляем заказ. Да, так вот так вот, да, можно заказать, понимаете? Вот единственный момент, давайте проверим вагоны. Сейчас табличку я вам представлю, тоже в видео вставлю, чтобы было понятно расстановку мест, чтобы можно было заранее себе распечатать эту табличку и будете смотреть, совпадает у вас с купе или нет. Итак, 4-й вагон. Вот, и смотрим, места у нас 21Н начинается. 21 нижняя, потом 22 верхняя, 23 нижняя. Да, это все дается в одном купе. 24 верхняя. Да, вот этот вариант работает. Пока единственный вариант, который я вижу, который действительно можно что-то сделать и как-то приобрести билеты. Поэтому я рекомендую воспользоваться вот этим моментом. Больше я других вариантов не вижу, к сожалению. По-другому брать билеты на поезд не получается. Все планы всегда идут крахом, как правило. 5 апреля мы должны были заказывать билеты на компьютере в спокойной обстановке, так как тренировались несколько месяцев подряд, но тем не менее все, как обычно, пошло не так. И 5 апреля нам пришлось выезжать вместе с ребятами пожарного класса на экскурсию. Экскурсия, кстати, была очень-очень интересная. Переходите по ссылке в описании. В общем, мне пришлось заказывать билеты по мобильной версии, по приложению РЖД. Прям на экскурсии. Но надо отдать должное, все удачно получилось, все сложилось, билеты куплены, поэтому мы, спокойно вздохнули. Теперь все билеты у нас имеются на руках. Поездка должна быть удачной. Вперед. Если ты так будешь звенеть, вообще никто не проснется. Громче. Во!